Здравствуйте, мои дорогие. 3 предупреждения от высших сил. Будем смотреть их по очереди. Все предназначены тому человеку, кто открыл это видео. Вот. Будем смотреть 3 предупреждения от высших сил. 3 разных предупреждения от высших сил. О чем хотят предупредить вас на ближайшее время высшие силы, ваши ангелы-хранители. Вас берегут и поэтому предупреждают о каких-то вещах. Итак, первое предупреждение. Второе предупреждение. И третье предупреждение. О чем вас хотят предупредить высшие силы? Загадывать не нужно ничего, я буду по очереди открывать. Итак, о чем хотят предупредить высшие силы? Так, ну что-то здесь серьезное, какое-то предупреждение о каком-то разрушении, несчастье. Что-то вас хотят сейчас уберечь. Это не... Вы должны знать о чем-то, чтобы предостеречь это. Что это такое? Так, смотрите, еще по предупреждениям, это всегда важно понимать, что это действительно, происходит. Вот даже у меня в голове возникает такая идея, потому что подсознание подсказало, что нашему коллективу, нам всем сейчас необходимы вот эти вот маленькие предупреждения о чем-то не очень, да, то есть предупреждают, чтобы предостеречь нас. А мы можем это предостеречь? Можем, да, потому что высшие силы просто так не дают тех знаков и предупредительных каких-то предупреждений каких-то, да, предупредительных каких-то моментов. Какая-то ситуация такая застойная была. Нужно будто бы, знаете, как проветрить, открыть, чтобы исцеление было, оздоровление. Здесь может что-то разрушаться, уходить старое, и с этим придется смириться. Главное спасать самое дорогое, самое ценное. Что это такое? Давайте посмотрим. О чем нас хотят предупредить? О чем же вас хотят предупредить высшие силы? О чем хотят предупредить? О чем хотят предупредить высшие силы? А вы выстоите, у вас это получится. Дорогое и ценное вы сохраните, но многое придется, со многим придется попрощаться. Здесь какой-то обман на деньги, и вас об этом могут предупредить. Вы ожидали какую-то сумму денег, она может не прийти. О чем хотят предупредить? Нужно будет делать какие-то шаги. Нужно будет делать не только шаги, нужно будет, возможно, есть, от чего зависит приход этих денег, да, то есть обратиться к тому лицу, от кого зависят эти деньги. Это если организация в организацию, если человек к человеку. И некоторое время выждать. Потому что некоторое время у вас будет как вакуум такой, нет информации, не то, что вообще нет информации. Но это как прощание со старым. Вам что-то нужно отпустить. А что необходимо отпустить? Старый какой-то образ жизни. Какую-то ситуацию в доме. Хорошо, хорошо. Что вы получите в таком случае? Хорошо, откуда это, вот это, с чьей стороны это идет? Давайте посмотрим, есть ли конкретное лицо, со стороны которого это идет, потому что здесь показан какой-то человек, который имеет ответственность, и это, в принципе, хорошая карта, да, хорошая карта на даже состояние человека. Но я вижу, что здесь хуже, что-то хуже, да, то есть тут ваше ценное что-то хотят забрать. Так. С какой-то легкостью, такой, да, удовольствием придется попрощаться на некоторое время для того, чтобы мобилизировать свои силы. Касательно чего это несчастье?
В ближайшее время не состоится какая-то встреча, но как итог вам дастся больше. Вам дастся больше. Что это? Касательно денег, да, то есть вы, например, на ближайшее время можете не получить какую-то сумму, да, но получите больше с лихвой. Если это касательно любовной тематики, то вы, например, на ближайшее время, потому что здесь, в принципе, карты такие выходят, как и свадьба, да, но она же может обозначать также какой-то судьбоносный такой период в жизни, когда у вас соединяются, вот какие-то соединяются, вернее, какие-то энергии, вокруг вас закручивается что-то судьбоносное, и вы получаете больше, чем хотели, да, то есть умножается. Так. Вы хотели какую-то встречу. Вы это получите еще больше. Как итог, вот вы, допустим, что-то потеряли. Что вы потеряли? А что вы приобрели? Постоянство точно уйдет какое-то. Постоянство в чем-то. Но постоянство не крепость какая-то, да, не финансовая поддержка. Нет. Здесь может уйти на задний план закостенелость. Вы приобретаете мудрость. А если в физическом плане? Ну, здесь какой-то прям сюрприз. Облегчение идет ситуации. Разговор и послание. То, в чем вы... вот смотрите, то, в чем вы были не убеждены, то, в чем ваша вообще ситуация вас очень пугала, вы не понимали, что происходит и как будет происходить. Вы где-то вот имели какое-то представление, да, но оно в корне неверное. Будет немножко по-другому. По-другому ситуация обновится для вас. Есть тут какое-то лицо? Просто я вижу здесь мужчину, которая виновата. Вот, да, вот какое тут лицо виновато? Тут какой-то человек, который с вами давно теплит надежду получить что-то такое, как у вас. И поэтому задерживает получение у вас тех же самых благ. Этот человек много изучает информации о вас, пытается вам помочь. Женщина это или мужчина, не имеет смысла. Здесь показана какая-то юная особа, но это не ваш друг. Это кажется ваш друг, но он ведет себя как друг, а это не ваш друг в данной ситуации. Может, это и как друг, но почему-то этот друг ведет себя в этой ситуации крайне нехорошо. Потому что зависть привела к тому, что он разрушает ваши планы. Планы на постоянство, вот в чем дело. Так, вам необходимо что-то делать. Кто-то может разрушить эти планы, кто-то может забрать что-то ценное от вас, не получив сам, и вам тоже не дав это получить. Что вам нужно делать? Какие шаги предпринимать? Вам нужно куда-то обратиться к лицу, которое является ответственным за это, к лицу, которое мудрее, старше, стать более таким для себя в жизни, вот в этой ситуации, таким предпринимателем, да, то есть что-то предпринять. Для того, чтобы что-то получить, нужно что-то предпринять. Вот тогда получите. Что вам необходимо? Обратиться, да, к кому-то. К кому нужно обратиться? К мудрому лицу. Еще раз давайте по итогу, что же нам делать? Трансформировать ситуацию. Эта ситуация трансформируется в радость.
Ну, а вас хотят чисто предупредить о том, что вас действительно, вам хотят разрушить эти планы, но от ваших действий многое зависит, но тут нет, по вот этому по фортуне карта, я бы сказала, что в любом случае, если вы сейчас делаете действия какие-то в свою сторону, вы получаете быстрее, если не делаете, а спокойно ждете, спокойно смотрите, да, то есть вы тогда получаете, но позднее, в любом случае получаете. Вот так вот. Это звук кофеварки, если он слышен вам, то не переживайте, ничего такого особенного. Да, вы будете еще праздновать. Вы встанете с этой кровати и будете просто чувствовать себя великолепно. Что значит встанете с кровати, да, то есть тут карта болезни, вот эта болезненная ситуация для вас закончится, вы воспрянете духом и почувствуете себя, карта дворянин, да, высокопоставленным таким лицом, который имеет все, Вот так. Поэтому не печальтесь сейчас. Сложно так закрутили здесь, но мы, по крайней мере, разгадали. Потому что вы что-то теряя, да, вы теряете буквально помощника, да, поддержку какую-то в лице, которая была в лице человека, друга. Но оказалось, что в этой ситуации этот друг мог немножко по-другому мыслить и посчитать, что вам это не нужно, потому что у него этого нет. Какая-то подруга. Там, в принципе, женщина была, да, какая-то женщина, скорее всего, вашего возраста. Но здесь может быть и человек другого пола. Так, хорошо. Это первое предупреждение, причем такое сильное предупреждение, прям разрушение. Не позвольте никому разрушать свои планы, не позволяйте никому разрушать вашу жизнь. Так, предупреждение номер 2. Предупреждение номер 2 о сообщении. Но тут вы получаете это сообщение, прям передают вам его в руки. Это может быть сообщение, посылка, бандероль, да, что-то такое, что приносит посредник, другой человек. Что это такое? Что это у нас такое? Ну-ка. Это чья-то услуга для вас. Вы получаете что-то. Вас предупреждают. Здесь ничего плохого. Вы получаете то, что заслужили, даже больше. Какой-то, может быть, тут видите как, здесь получаете либо сообщение, в сообщении что-то скажут вам очень, то, что вы что-то получили, да, например, да все что угодно. Может быть, вы получите известие о том, что вы получили большую сумму денег. Вот. Вы получили, например, зарплату там с премией вы выдали, если вы работаете на кого-то. Хотя я просто так об этом говорю, как будто бы у меня, просто у меня в окружении уже нет людей, которые работают на кого-то. Как-то все работают сами на себя, либо предприниматели. Я поэтому думаю, неужели в мире есть такие люди, которые работают на кого-то? Но в итоге, конечно же, есть очень много классных, огромных предприятий, большущих фирм, компаний, концернов и так далее. Вот, поэтому вы получаете, да, что-то такое, где вы надеялись, и вы получите еще больше. Это как услуга, подарок вам. От кого это известие, от кого это услуга, за что-то, может, вас благодарят. От кого это вы получаете? Ого, от кого? От кого? Так, смотрите, это может быть человек. Здесь женщина показана, вы понимаете, да, женщина как недруг, но, опять же, этот человек так себя чувствует. Некоторое время некий человек, буду говорить, женщина или мужчина, в вашем окружении, либо тот человек, с которым вы имели контакт, чувствует сейчас и чувствовало себя очень, это существо какое-то, да, очень нехорошо внутри, были какие-то сомнения, страхи, что делает какие-то неправильные шаги и вас обманывает, вот. То есть тут какая-то робкость даже, вот. Но человек в итоге, наконец-то,
в итоге наконец-то за что-то вас благодарит, что-то вам дает. Это какой-то то ли отдал долг или что-то такое может быть. Может быть, там задерживали зарплату, да, и в итоге получили вы еще больше с премией, вплоть до повышения. Потому что тут такая ситуация была, когда вот что там, человек, организация, друг, не друг, кто угодно, не мог это сделать, не было возможности. Не было возможности отдать и поблагодарить вас. Вот здесь идут замешаны, могут быть деньги, да, то есть отсутствие этих денег. Но сейчас ситуация облегчилась, и этот человек облегчает себе душу, отдавая вам то должное, то, что вы заслужили. Угу. Еще немножечко об этой ситуации, чтобы у вас совсем картинка сложилась. Но здесь большие потери были, а вы вообще не надеялись какое-то время, что это человек добрый, хороший. Но в итоге здесь все хорошо. Заканчивается, да. Какая-то отчаянная такая ситуация была, когда вы даже могли подумать на этого человека, что это какой-то нехороший человек. Но здесь что-то касается еще чувств, может быть касаться чувств, потому что здесь как объясняют, что тот человек, который вам, возможно, что-то должен был, либо вплоть до того, что компания, концерт какой-то, претерпевали конкретно страшный период в своей жизни и не могли реализовать для вас что-то. Но, естественно, когда ресурс на исходе, да, то прежде думаешь о себе, а потом уже об окружающих. И вот в этой ситуации точно так же человек подумал больше о себе, чем о том, что вам что-то должен, либо та же самая организация. Что еще необходимо знать? Но итог, все-таки ответственность взята на себя, да, и этот человек отдает вам то, что должен. Да, и чувствует себя, ну, вот как. Теперь хорошо, да, чувствует себя, теперь себя хорошо, душа радуется, что это сделал он, либо она в вашу сторону. Свобода такая, да, свобода передвижения даже по этому миру, по земле. Угу. Видите, как правильные шаги, правильное мышление у человека уже как-то так все легче стало на душе, когда он отдал вот то, что хотел отдать. Так, хорошо, вот такая здесь ситуация. Вам что-то здесь надо делать? Вот мне интересно, какой-то совет, может быть, вам? Может, как думать или как, что делать? Вам ничего, оставайтесь такой, какая вы есть. Снисходительной, доброй, благоразумной. Снисходительным, добрым, благоразумным. И вы получите еще больше. Просто знайте, что вас ждет приятный сюрприз. И вы еще сядете и задумаетесь о том, что, боже, зачем же я так плохо думала на человека, на организацию. Да, это будет с вашей стороны очень мудро, да, то есть вот такую пустоту, вакуум создать и больше не напоминать об этом. Ну что ж, это было второе предупреждение. Дальше посмотрим третье предупреждение. Здесь идет момент такой. Здесь не услуга сама по себе, а именно о человеке каком-то предупреждают, который дает эту, который делает эту услугу для вас, который прислуживает вам. А может быть, ну, прислуживает, конечно же, в кавычках, никто сейчас никому не прислуживает, но иногда, да, это можно так назвать, да, потому что есть какая-то услуга, и мы готовы там, допустим, кому-то сделать ее. О чем здесь говорят? Давайте посмотрим. Опять выходит эта карта, третий раз уже, да. Вы человек, который требует к себе правильного отношения. Видите как? Первый раз, второй раз и третий раз вот эта карта идет прям. И так, здесь состоится какой-то, видите, разговор. Причем разговор очень серьезный, где все люди должны взять на себя какую-то ответственность, и тогда ситуация в корне поменяется. Относительно чего? Это должна быть встреча какая-то. Очень долго что-то длилось. Но знаете, что вы на хорошем счету.
Знаете, что вот в этом разговоре, вот в этой ситуации, когда такое возникнет, вы поймите, что вы, ну, особа, которая имеет не просто слово какое-то, да, сказать, вы тот человек, который может больше, на которого обращают внимание и прислушиваются. То есть ставьте себя высоко, цените себя высоко. Здесь во время какого-то разговора не нужно строить из себя... Вот видите, как здесь карта служанки, да, и она нам намекает, что не нужно ерничать и пытаться подстроиться под кого-то. Вот не нужно. Вы высокое лицо, вы птица высокого полета, корабль, которому дано большое плавание, значит, вам это нужно, и ситуация будет под вас меняться. То есть вы имеете возможность, взяв ответственность на себя, поменять ситуацию в вашу сторону. Эта ситуация может касаться... Почему-то мне идет прям вашей семьи. Облегчить кому-то жизнь. И перемещение, вот прям перемещение. Вы можете поменять эту ситуацию, возьмите вверх. Возьмите на себя ответственность, большую ответственность. Вы готовы взять на себя ответственность? Тогда ситуация поменяется. Если нет, не стоит начинать. Что нужно делать? Вот что это за ответственность такая? Не лгать самому себе. Тут надо четкое решение принимать какое-то по поводу, возможно, какого-то человека. Тут идет старая женщина, которая, может быть, это ваша мама, бабушка. Может быть, совсем очень старшая какая-то. Ну, старшая сестра навряд ли. Вот тут именно пожилая дама, та, которая намного старше вас. С ее стороны, либо со стороны людей, которые вот к ней ближе, да, они думают, что вы немножко лукавите. Но это не так. И вам необходимо взять позицию вверх, выше. Они относятся к вам как к человеку, который не умеет принимать правильные решения. Так, давайте так. Здесь какой-то, знаете, такая ситуация, я прям вижу, семья, вот, и именно момент, когда к вам какое-то недоверие со стороны членов этой семьи, вашей же семьи. Тут говорят, хватит подстраиваться, больше думай своей головой, иди своим путем, но если ты можешь помочь, помогай, вот, и говори, что я могу помочь, да, либо не могу помочь, могу сделать так или так. Что необходимо делать? Тут видите, как вы можете потерять что-то, если будете в позиции служанки. Это тот человек, который подстраиваться будет. А вам необходимо в той ситуации, где вы находитесь сейчас, принимать помощь и давать помощь только тогда, когда вы знаете, что вам нужна помощь, да, либо если вы можете помочь, то вы тогда помогаете. И никому вы ничего больше не должны. У вас есть свой личный праздник жизни, вы им живете, и все. Это не эгоизм. Я сейчас не об этом, потому что иногда вот как-то мы можем принимать эту фразу, то есть у тебя своя жизнь, и больше ты никому ничего не должен, как эгоизм, как высшей меры. Но везде есть золотая середина, ведь правда? И мы можем помочь кому-то, если можем, не позволяя топтать, да, на вашей территории, топтать вашу душу. Нужно написать. Кому? Нужно написать, говорят, кому? Тому, это где-то что-то такое, где вот ну, реально семья какая-то, да, то есть там, где ваш дом, постоянное что-то. То место, вернее, тем людям, которые о вас думают постоянно. Нужно написать. Да, они вас любят, но не позволяйте даже таким людям топтаться у вас там, на вашей территории вашей души. Там пусто без вас. Я советы сейчас спрашиваю, что вам делать. Любить внутри, чувствовать вот эту любовь и ответственность. И не действовать, как воришка, да, который
украдко интересуется, а конкретно ставить там какие-то вопросы, конкретно ставить человека перед фактом. Есть кто-то, кто может... Это выздоровление идет, прям полное выздоровление этой ситуации. Легче относись ко всему. Проще относись. Перестань думать, что о тебе такого мнения, и тогда они не будут думать больше о тебе так. И ситуация вылечится сама собой. Итог. Итог — радость. Итог. Тут главное, видите, как 3 предупреждающие карты идет сразу. Меньше, чем больше вы просто надеетесь, сидите и ничего не делаете, как будто бы глаза завязаны, тем больше у вас печали и тоски. Да, то есть вы начинаете думать в вашем мироощущении появляется такое чувство, как прям тоскливости, да, как будто бы что-то ушло и много чего не вернуть. Но все можно поменять. Проявить правильное внимание к человеку, да, и тогда вы получить приз такой. Потому что там без вас очень-очень нехорошо. Сейчас некоторые люди нуждаются в вашей поддержке. Вы можете помочь. Вы можете кому-то помочь. Здесь может касаться именно очень близких вам людей. Очень близких вам людей. И, кстати, есть лицо, которое вам может в этом помочь. Человек, который обладает властью, может вам в этом помочь. Здесь 2 сюжета в этом. То есть есть человек, который вам может помочь в том, чтобы помочь вашим близким. Вы в сторону близких смотрите, как тот человек, который может действительно протянуть руку помощи и вытянуть из сложной ситуации. Но в этом вам помогает какое-то очень солидное лицо, обладающее ресурсами. Тут деньги, да, подарки, вот все остальное, но тут больше обладание ресурсами, потому что в понимании карт деньги – это ресурсы, а мы понимаем, что ресурсы бывают разные. И тогда вы получите, заручившись поддержкой какого-то человека, очень влиятельного лица, вы поймете, что можете помочь тогда и своим близким. Вот здесь карта мыслителя, здесь ученого, да, то есть человек изучает и думает головой, но меньше заморочек, потому что чем больше просто мыслей в вашей голове, меньше действий, тем вы, дальше от ситуации. Вы просто как со стороны смотрите, наблюдаете, а вам нужно делать какие-то действия определенные, чтобы помочь. Возможно, кому-то придется вам помочь, и вы знаете о ком, да, то есть тот человек, которому предназначен был этот расклад, это сообщение, он понимает, о ком идет речь. Если непонятно, значит, пока это не ваш в данный момент расклад, да, а это, скорее всего, что-то на будущее, о ситуации, которая, например, будет позднее. И подсознание вытянет эту информацию тогда, когда нужно. Поэтому просто прослушав, вы поймете, что на данный момент это не ваше, но через какое-то время, проявляясь, вы тогда можете вот эти подсказки просто вытянуть из подсознания, и они вам помогут в жизни. Вот такая ситуация. Ну что, на этом все. На этом все. Буду с вами прощаться. Спасибо вам, мои дорогие, за ваши лайки, комментарии и за финансовую поддержку данного канала. За то, что вы так сильно благодарите меня за мою работу. Буду с вами прощаться. Есть еще 2 канала. В описании к видео есть ссылочки. Переходите, пользуйтесь этими подсказками. Стараюсь каждый день что-то выкладывать и вам помогать в принятии правильных решений для того, чтобы жизнь менялась только в лучшую сторону. Буду с вами прощаться. С вами была ваша Юлия. Всего доброго. Пока-пока.